Всем привет, ребята! С вами Кин и человек, который каждый раз меня удивляет. Я его видел из АВП, сегодня я его увидел стоящим на Б-пленте, на Мираже. Это Кикер. Как дела, брат? Пойдет. Полуфинал проиграли. Тилт. Тилт. Да, есть такое. Что, сильно расстроились? По шкале от 1 до 10 где-то 4-5. Ну вы ожидали, да, что они будут Мираж пикать? Да, мы ожидали. Во сколько? 5 дней? Мы все ожидали. Да? Ну во сколько? 5 дней же перерыв у вас был. Да, 5 дней был перерыв, и с нами сыграл эту злую шутку. Думаешь, если бы сразу сыграли бы, вы их снесли бы? Ну, может, не снесли бы, но, думаю, выиграли бы точно. Да? А что эти Да. 5 дней вы делали? Первые 5 дней мы отдыхали. Ой, первые, не 5 дней, ты че? Там вроде 6 даже было дней. Да, Первые 6 дней. 2-3 дня мы отдыхали, чтобы не запариться на этой атмосфере турнира, потому что ты каждый день просыпаешься в номере, идешь играть в браки. Нет, мы типа отдохнули первые там 2-3 дня, и оставшиеся мы играли в браки, подготавливались к будущему матчу против Vitality. Ну, я что-то слышал, что у них следующий турнир еще Блажер будет. После этого у них команда полностью изменится. Да, Мадлет мы проиграли команде, которая дисбандит. Да не, Леха, я же не по этой причине тебе сказал же. Да не, классная игра была, Мираж. Вы начали за КТ, вели, потом они начали какие-то раунды странные забирать. Но все равно мы закончили со счетом 8-7. И была крутая пистолетка. Мы забрали пистолетку. Мы забрали форс. Мы вели 13-6, да, вроде бы? Или 13-7? Леха, Да, мы вели. И что-то не пошло, да. И ладно, не буду тебя напрягать. Не хочу, чтобы ты вспоминал все эти моменты. Ну, придется. Помнишь, мы на мажоре делали обзоры на матчи? Да, помню. Да, я тебе также буду скидывать клип, ты будешь комментировать, что там произошло, что не так. Ты готов, родной? Я готов. Какой-то мега-супер фейк под Б. Наши шумят А. Мы стягиваем всю их команду, но потом кто-то из них понимает, что это фейк, и единственный стяжник — это Мисута. И тут я выпрыгиваю за плент, вижу то, что он за плентом, но потом перебегает на форест и убивает меня не в фокусе, потому что я думал то, что он останется за плентом. Но он сделал грамотно и перебежал. А ты мог чуть-чуть пожить? Или из-за молика тебя выдавливало? Вот, я увидел то, что он за плентом, промазал молик, потому что он по мне стрелял, и вот тут паузу, он меня убил уже, понятно. И момент, когда я падал, типа, как я объяснил, я увидел его за плентом, я пытался кинуть туда огонь, следовательно, потом его задавить, но он просто поменял позицию. И я был не совсем в фокусе на этом, типа, то, что он вот так перебежит. Мне кажется, можно было чуть-чуть помедленнее сыграть, потому что по времени там еще сколько, 17 секунд было. На самом деле я тут не согласен, потому что, смотри, 14 секунд, и глянь, где наши типы. Один далеко в Б-доме, другой вообще в коврах на другом краю карты. И тут было самое главное, типа, быстро его задавить, там, убить и поставить уже бомбу, потому что второй уже к ним на самом деле тоже рядом был, он уже был в окне. И мне нужно было выиграть эту дуэль, чтобы, банально выиграть этот раунд. Типа, дуэль не выиграл, и раунд не пошел. Типа, даже если бы так произошло, что Жека его бы затрейдил, у тех была инфа, то, что двое остальные далеко, и тип, который другой в кухне, он бы просто выбежал убивать Жеку, который ставил бы бомбу на красных секундах. Ну да, здесь на самом деле решал именно дуэль, если ты его выиграл. Типа, все уперлось в дуэль, и в этом моменте он, просто, получается, меня переиграл, то, что поменял позицию и убил. Не пошло, так сказать. Не пошло. Бывает. Убиваем Кьоджина в яме, Апекс пикает с голов, я очень красный, я говорю Жеке, дропни мне авик, и в год зайдем на... Я беру авик, контролю головы, но так я мажу выстрел. Самое обидное, что я промазал выстрел. Я промазал выстрел, и Апекс просто забежал под свою же флешку нам в яму и убил меня. Не повезло, но один фиг у нас преимущество, мы 4 в 3, у нас есть люркер на миде, и тут как бы идет раскол, договоренность, типа, что мы будем делать, и пришли к тому, что Женя сейчас пойдет с Андера, и мы выйдем А. Но так пошло, что Женя все это время контролил аркаду стоп-мида, и произошел такой, неприятный тайминг, что
только я мог, наверное, сказать, что аккуратно со спины, но был больше в фокусе уже на других игроков. Типа, смотрел, как они выходили, и тут уже был просто доигрыш этой ситуации. Ну, вы на самом деле вообще, да, не ожидали со спины человека. Можно было ожидать на самом деле, потому что мы никого не видели на планте, но так получилось, что он словил очень там дикий тайминг, что его можно было только чекнуть спустя там 5-10 секунд. Угу. А помнишь, когда вот Апекс запушил яму в соло, под свою флешку убил, и наши еще двое за стенкой были? Они половые убили. Я просто думал, если бы они вышли бы сразу после того, как он Джейма убил на размен. Это меня убили с Авиком. Тебя убили, да, с Авиком. Тебя убили с Авиком. Если бы они вышли бы на размен. Если бы они вышли на размен, я думаю, они бы снесли Апекса, даже будучи полублайндом, но тут сам фактор был того, что мы 5-3, и мы хотим доиграть эту ситуацию, 100%. Без таких рисков, 100%, да. Угу. И потом мы 4-3, все равно эта ситуация в нашей пользе, в наших руках, так сказать. И, так не получилось, что такой неудачный тайминг, что типа поджал топ-мидл, когда Женя контролил это секунд 20, и никто не ожидал спину. Ну да, с 13-7 они камбэкнули, взяли все раунды, и 16-13 мы проиграли. Да, нет. Обидно, как бывает. Бывает. Обидно. Ну все, значит, мы Мираж проиграли, это был их пик. Вторая карта — это Вертига. Мы неплохо начали, мы забрали пистолетку, мы забрали форс. Но неплохо шло у нас, все круто было. Мы вели со счетом 6-4, да, вроде бы. И был один раунд, после которого они начали забирать раунды. Когда нас Диглов убили против одного засейвленного Авика. Женя убивает на миду, мы 5-4. Зайво убивает меня, я неаккуратно сыграл. Шокс убивает Джеку там с 3 пуль. Разменивает красного Женю. И происходит шок, магия Диглов. Хоть их пофиксили, но все равно с патроном. Да, от патрона в голову ничто не спасает. И в конце Марик остается 1 против 4, там против уже 2 калашей. Это уже проигранный раунд, да, это не берется. Очень тяжело такое взять, и все. Ну, честно скажи, обидный же раунд был. Обидный раунд, но виноваты сами, потому что просто банально сделали 5-4, я неаккуратно сыграл на рампе, меня убила, хотя я ожидал его, и я наоборот там хотел... точнее, не буду говорить, что я там хотел, но не суть, я сыграл неаккуратно. И потом сыграл неаккуратно Женек или Жека. Типа Жека пошел дальше рвать мидл, потому что меня убили. И так получилось, что тут оказался Шокс. Он убивает 2, и все, дальше не пошло. После моей смерти, можно сказать, захотели рвать, но и наткнулись на диглы. Хорошо, есть очень крутой момент, связан с тобой. Я сейчас его тебе скину. Это прям твой стиль агрессивный. 4-3. Хера калаш от меня. Да, вот прям. Ты прям жестко в смоке сыграл. Да, Зайво не ожидал меня. Апекс тоже потом не ожидал меня, он заблайндился. И тут я раздрапливаю там ганы. Я хотел еще побежать за Айком, но у меня уже было предчувствие, что вот этот типоза на Мисуте подкрадывается. Так получилось, что он забрал 2, и мы все равно по итогу остаемся 3-2, и это наша ситуация. Но без шока не обойдется. Потому что у нас нету гранат, у нас практически нет никакого, утилити, и мы остаемся по итогу 2-2. Но с ганами. Так что нормально. Ну ты очень грамотно сыграл прям. На чуйке, да, своей? Да, я дал огонь налево, Киоджин что-то на гранате просто спалился, где он находится. И дальше остается 2-2. Я спалился на рампе и начал перебегать Зиг, но они уже Женю задавили. Я убиваю Киоджина и понимаю, что остается Шокс, и мне в тимспике сказали то, что он красный. И в самом клатче Шокс где-то 2 или 3 раза фейканул и топнул. Он топал, что ли? Он 2 или 3 раза топнул после фейка. Да, это был крутой момент. Не, вы с каким счетом вы закончили первую сторону? 8-7, да, так же? 8-7, да. 8-7. Так же, как и на Мираже. Вы потом забрали пистолетку,
когда они зашли на Б, ты пришел и там всю спас их раскидал. Да, я там нечестно плюнул на самом деле. Ну да, там камеру прям на тебя. На тебе было? Всегда показывали? Там что-то на ходу было, типа... Как ты радовался, да, и потом вы отдали форс. Отдали форс. Ну, значит, на самом деле, я бы не сказал, что это форс. У них было у троих вроде бы АК. Или у двоих. Галилы были. Там были галилы и вроде калаш. Да, они поймали еще на рампах и Киндера, и Джейма. Да. Потому что Джейм не до конца прочекал рампы снизу. Они поймали таймики, вышли и убили его. Ну и потом, как всегда, стандартно, раунды за раундами. Вы проигрываете, потом начинаете камбэкать, и да, все равно было все в наших руках, и просто, быть честным, не дожали. Не до конца сыграли свою игру. Сейчас какие планы у вас? Планы? У нас сейчас будет отдых. Ну, в планах сначала досидеть тут, прилететь уже в Питер, по домам разъехаться и начать наш отпуск. А когда отпуск начинается? Где-то, ну, фактически он уже начался, считай. Потому что дальше у нас турниров нету, и, следовательно, уже мы на самом деле очень много играли, тренировались весь тот период, как пришел фрит, и начинается отпуск. Надо отдохнуть, перезарядиться, правильно? Перезагрузиться. Да, Лет. И продолжить работать. Правильно. Ладно, спасибо тебе, брат. Ты так сильно не расстраивайся, все нормально. У вас крутой состав, вы круто играете, просто в каких-то моментах там чуть-чуть не хватает. Но ничего страшного. Да, Лет, ты прав. Дальше больше. Что-нибудь хочешь сказать нашим фанатам? Своим друзьям, семье, мне? Хочу передать всем большое спасибо за что за нас заболеете. И просто хорошо провести этот Новый год. Какие красивые слова. От себя хотел бы сказать, ребята, не забывайте подписываться на наш YouTube канал, оставлять комментарии, поддерживать ребят. Мы все это читаем. Спасибо вам большое. До новых встреч. До новых встреч. Пока-пока. С наступающим Новым годом.